Мода есть на все, в том числе и на людей. Сегодня ты в тренде, а на завтра о тебе все забыли. Увы, такое происходит и с представителями мир-гламура. Кто-то сходит со сцены добровольно, а кто-то – в силу обстоятельств. Наши героини некогда были любимы журналистами и обласканы светскими хроникерами. Ничего, по сути, не предпринимая, они блистали и носили титул «светская львица». Но со временем расклад изменился, на их место пришли новые красавицы, чьи-то жены, дочери, любовницы. Стархит решил выяснить, что сейчас происходит с популярными селебрити прошлых десятилетий. Оксана Робски, 46 лет. В начале нулевых супруга олигарха Оксана Робски ворвалась в светскую тусовку как автор модных литературных опусов. Девушка писала о том, что было ей близко и понятно, о жизни на Рублевке. Читатели запоем глотали романы и узнавали о том, что богатые тоже плачут. Тут были измены мужей, и запрещенные вещества, и крутые разборки с бандитами, и, конечно, бесчисленные перечисления брендов. Карьера Робски оказалась на пике, когда она вместе с Ксенией Собчак выпустила книгу «Замуж за миллионера». Но затем последовал спад, после чего улыбчивая брюнетка и вовсе исчезла из светской хроники, перестала появляться на мероприятиях, раздавать интервью, и о Робски все постепенно забыли. Оказалось, что она коротает будни на острове миллионеров Сент-Барт, местный климат единственный, что подходит ее младшему сыну. Писательница заметно повзрослела, из светской львицы переквалифицировалась в сценариста. Возвращаться в Москву Оксана больше не намерена. Мария Конте, 38 лет, эта нимфа некогда радовала читателей глянцевых изданий историями о том, что у нее есть муж-граф, подаривший звучную фамилию, и позиционировала себя как поэтесса. Мария Конте была завсегдатаем модных вечеринок и покровительницей искусств, но имя своего покровителя предпочитала держать в тайне. Все закончилось в одночасье, имя Конте исчезло из светской хроники. Чуть позже красавица появилась на телеэкранах с тем, чтобы рассказать отнюдь не глянцевую историю. Мария пережила тяжелую болезнь, успешно поборола рак и полностью сменила образ жизни. Сейчас она ведет свой блог, где публикует стихи, в которых прослеживается ее жизнелюбие, воля и юмор. Кроме того, ведет программу «Контекст» на телеканале ТВ3, где рассказывает о литературе и искусстве. Громкие вечеринки в прошлом, сейчас ее чаще можно встретить на различных фотовыставках. Воспитывает дочь Таису. Шахрия Мирханова, 36 лет,
Имя внучки известного поэта Расула Гамзатова некогда гремело по всей светской Москве. Самого юного главного редактора глянцевого журнала знали в основном как подругу внука президента Ельцина, Бориса Ельцина-младшего. Вместе с Полиной Дерипаской и Дарьей Жуковой они составляли троицу, без которой была невозможна ни одна вечеринка. Но, отойдя от руководства издания «Марперс Базар», Шахри удалилась от суеты. Сейчас она – счастливая мама, которая умудряется проводить массу времени со своим ребенком, не передавая полностью обязанности няням и бабушкам, и при этом не превратиться в маму-наседку. Дочери Алисе уже пошел 3-й год. Отец девочки – клавишник группы «Помпеи» Александр Липский. Именно его Шахри выбрала в спутнике жизни через 10 лет после разрыва с Борисом. Однако отношения пары еще не узаконены. Влюбленные фактически живут на 2 страны и чаще бывают в Нью-Йорке, чем в Москве. Шахри сопровождает мужа во всех его гастрольных турах, а также руководит благотворительным фондом и пишет статьи в Татлер. Темы: счастливое материнство и все, что с ним связано. Ульяна Цытлина, 47 лет. Ульяна Цытлина некогда составляла дружескую пару с Ксенией Собчак. Именно с этой женщиной выдающихся достоинств питерская дебютантка начала выходить в московский свет. Тогда принято было считать, что если на мероприятии побывали Ксюша и Уля, оно определенно удалось. Ксения присутствовала при рождении сына Цытлиной, стала крестной матерью мальчика, а затем внезапно наступило охлаждение. Связано ли исчезновение Цытлиной со светским скандалом века, до сих пор никто определенно сказать не может. Но время от времени шикарная Ульяна все же появляется на публике, чтобы напомнить современным светским львицам о том, что есть еще порох в пороховницах. Например, в Юрмале на закрытии «Новой волны» ее видели под руку с шикарно одетым владельцем компании «Фиткоминвест» Алексеем Федорычевым. Ульяна все так же хороша и все так же щедро демонстрирует идеальные формы. Юным барышням есть чему поучиться. Юлия Мильнер, 34-го года. Некогда фотографии коротко стриженной блондинки появлялись в светской хронике с завидной регулярностью. Выходы на многочисленные мероприятия спонсировал муж Юлии, бизнесмен Юрий Мильнер. Чтобы не титуловаться просто светской львицей, девушка освоила профессию фотографа и радовала журналистов своими амбициями. Благо, фундамент у этой мечты был нешуточный, ее муж Юрий, интернет-инвестор, сумел обеспечить супругу так, что той не было нужды думать о земном, а оставалось лишь заниматься собой и творчеством. Помогла и дружба с директором Московского дома фотографии Ольгой Свибловой.
Благодаря ей Юлия светится на фестивалях типа моды и стиль фотографии Miami Art Basel. На одном из проектов полотно художницы оценил сам Абрамович, сказав лаконично: «Круто». Однако картину не купил. Сейчас Юлия по-прежнему мечтает, чтобы ее работы собирали массы в Третьяковской галерее, но перед камерами позирует все реже. Да и смелый имидж сменила. Может быть, в этом и дело. Анастасия Калманович, 42-го года. Блондинка Анастасия Калманович некогда была успешным продюсером и продвигала Земфиру. В начале нулевых ее фото часто красовалось рядом со снимками певицы, но при этом воспринимали Калманович как самостоятельную светскую единицу. Однако после развода с олигархом Шаптаем фон Калмановичем и его гибели, не по своей воле, из героини светской хроники она стала героиней громкого скандала. Анастасия долго и, увы, безуспешно боролась за дочь Даниэлу, привлекала к делу внимание прессы, ходила на телевидение. Сейчас девочка живет в Израиле с тетей по отцу. А жизнь Насти смог полностью изменить диджей Федор Фомин. В браке с ним родился сын Тихон, и семейство абсолютно счастливо и спокойно живет в Юрмале. Анастасия без жалости покинула свет и о былом предпочитает не вспоминать. Ксения Верганская-Горбачева, 35 лет, и Анастасия Верганская, 28 лет, наследницы громкой фамилии, наряду с уже упомянутым Борисом Ельциным-младшим, некогда составляли надежду светской журналистики, что может быть выше, чем отпрыски таких титулованных политиков. Впрочем, девушки вели себя скромно, и если и блистали где-то, то скорее на мероприятиях благотворительного фонда своего дедушки. И все же интерес к их судьбе был велик. В результате Ксения 12 лет назад вышла замуж за своего сокурсника по МГИМО Кирилла Солода, но брак продержался недолго. Вторым супругом Горбачевой стал бывший концертный директор Авраама Руссо Дмитрий Перченков. Самым заметным постом Горбачевой было место главного редактора русской версии журнала «L'Officiel», но не так давно ее заменила Ксения Собчак. Ее сестра вышла замуж 5 лет назад за пиарщика крупной компании Дмитрия Зангеева, студента, кстати, на тот момент. Ева Ланска, 35 лет, придумав себе звучный псевдоним. Ева Ланска пыталась прославиться как писательница, но мало в этом преуспела. Журналисты мигом раскопали, что публикации и продвижение литературного дарования осуществляются на доходы супруга, сына бывшего вице-премьера Христенко. Памятными оказались дни рождения вечеринки, которые Ева устраивала в роскошном антураже и приглашала туда звезд. Шик-блесть закончился в одночасье. В ходе развода муж-олигарх потребовал вернуть ему 7 миллионов рублей, которые были потрачены на ремонт тещиной дачи.
Ева была настолько потрясена подлостью, что незамедлительно написала книгу с говорящим названием «Жестокий мир мужчин». Помимо этого, она опубликовала множество рассказов, да и вообще старается быть в центре событий, публикуя различные светские хроники. Но это не все, чем занимается Христенко. Она еще воспитывает дочь, входит в Союз социальной защиты детей и Общественную палату РФ. А вот увидеть ее фото в глянцевых журналах теперь можно значительно реже. Полина Дерипаска, 35 лет, завсегдатай столичных клубов нет-нет, да и вспомнит, как весело гуляла Полина вместе с подругами Шахри Амирхановой и Дарьей Жуковой. С той пары девушки успели остепениться, вышли замуж, родили детей. А Полина еще и ведет успешный издательский бизнес. Теперь выход в свет для нее – работа, и этой обязанностью Дерипаска старается не злоупотреблять, посещая лишь самые важные церемонии и крупнейшие мероприятия. Интервью дает редко, соглашается на фотосессии, и того реже. Одевается скромно, в социальных сетях неактивно. Спешит каждый вечер домой к детям, Пете и Марусе. Хотя буквально недавно, на премьере фильма «Диор и я», она была замечена в компании светских львиц, Светланы Бондарчук, Валерии Роднянской и других. До этого ярким выходом на публику было ее участие в «Марше миллионов». Полина несла в руках белый цветок в знак солидарности оппозиционерам. Лейла Алиева, 29 лет, дочь президента Азербайджана, некогда с удовольствием позировала в бандажных платьях Эрви Легер, щедро демонстрируя идеальную фигуру и не менее идеальную генетику, ведь ее мама выглядит скорее как старшая сестра девушки. Теперь же о смелых выходах пришлось забыть. Лейла полностью ушла в искусство, и на открытии ресторана или в караоке-бар ее не заманишь никакими приглашениями. Также Алиева-младшая поет о любви, ее песни разлетаются в сети интернет. Не оставляет она и редакторский пост в журнале «Баку». А вот на вечеринках появляется все реже, отдавшись материнству.